Всем привет! Сегодня мне досталось на обзорчик колесо Ветеран Шерман. И поскольку обзоров на него сделано достаточно, один из лучших обзоров, на мой взгляд, от магазина электротранспорта Экодрифт, который мне, собственно, это колесо и предоставил, ссылочку на этот ролик я оставлю в описании, то я лишь поделюсь своими впечатлениями и своими наблюдениями по этому колесу. Собственно, поехали! И первое, что мне потребуется сделать, это погрузить вот этого монстра в багажник. Ну, собственно, я с этим, скорее всего, достаточно легко справлюсь. Но давайте посмотрим, может ли с этим справиться другой человек. Елена, здравствуйте. Елена, у меня к вам небольшая просьбочка. А вы не могли бы погрузить вот это колесо в багажник? Да, конечно. Давай. Я не могу, правда, вообще никак. Нет. Ну нет. Но вы понимаете, что в данном случае либо должен быть какой-то помощник, либо девушке такое колесо, скорее всего, не подойдет. Не дамское колесо, не дамское. Ну и сильно затягивать не будем, к тому же начинается дождь, а это колесо дождя, наверное, пока еще не любит. Я не знаю, сделана ли гидроизоляция, по умолчанию не любит. Ну и самое время поехать и испытать его в деле. Погнали! А целью данного выпуска будет поиск ответов на два вопроса. Кому нужно это моноколесо и резонно ли его называют убийцей Готвеев? И для того, чтобы ответить на второй вопрос, давайте познакомимся с этим моноколесом поближе. Внешне Шерман напоминает канистру с бензином. Брутальности ему не занимать. Нет ничего лишнего, ни колонок, ни LED подсветки. Все забито батарейками. Да и весит все это более 35 килограмм. Сделать корпус, способный выжить после падения этого тяжеловеса, задача непростая. Поэтому кенгурятник, выполняющий функцию бампера и соединитель двух половин, вполне рабочее решение. Но при сильных падениях не поможет даже и он. В колесе есть два зарядных порта для быстрой зарядки, удобная телескопическая ручка. Раскладывается четко, высота в 91 см от земли должна удовлетворить даже двухметрового райдера. Для сравнения, у Kingsong 18L рекордсмена по высоте ручки, она всего на 10 см выше. Перевозить за нее колесо можно, а вот поднимать, к сожалению, нельзя. В остальном к ней вообще нареканий никаких. Сверху глаза бросается монитор. Штука новая для моноколес. По функционалу он позволяет установить угол наклона и жесткость педалей, установить отметки звуковых предупреждений, установить скорость подъема педалей или откалибровать колесо. Также на нем отображается скорость во время поездки. Педали. Когда я их увидел, я сказал, что они идеальной формы. Педалями такой формы довольно трудно зацепиться за препятствие сбоку, и даже в случае контакта такая форма дает шанс удержаться на колесе. Таким педалям может позавидовать любой Готвей. Покрыта цепкой шкуркой, фиксируется корпус на магнитах. Откинуть ногой привычным образом не получится, надо немного надавить внизу педали, чтобы она откинулась. Мне лично неудобно, но наверняка это дело привычки. В комплекте с колесом идут подушки, но конкретно на этом экземпляре, предоставленном мне, они уже были установлены кастомные. Фара выглядит внушительно и, что очень важно, регулируется по высоте. Обязательно ее испытаем в деле. Угол наклона задней фары также регулируется. В крайнем верхнем положении, кажется, начинает служить этаким упоротым брызговиком, которого, кстати, нет вовсе, что очень странно для колеса, всем своим видом указывающего на принадлежность внедорожнику. Гидрозащита, судя по собранному мной материалу, тут тоже, можно сказать, отсутствует, что вызывает еще большее недоумение. Параметры у ветерана Шермана следующие. Диаметр колеса за счет рельефной резины 20 дюймов, вес 35,6 кг, мощность двигателя 2500 Вт, аккумулятор 3200 Вт-часов, максимальная скорость, в разных источниках пишут по-разному, но на данный момент рекорд скорости, по моим данным, равен 84 км в час. А это значит, что это самое быстрое серийное моноколесо на данный момент. И вот именно за мощность мотора, емкость аккумулятора и полученную в итоге рекордную скорость его и прозвали убийцей Готвеев.
которые никогда не славились высоким качеством сборки, но зато давно держат лидерство по мощности и скорости. Я не берусь оценивать надежность ветерана Шермана, но лишь скажу, что продано их немного, а уже имеются нарекания и несколько аппаратов уже вышли из строя. Очень бы хотелось, чтобы это были лишь выбросы дисперсии, ибо колесо, развивающее такие скорости, просто обязано быть надежным. Пробег на одном заряде до 200 км, но реально я бы рассчитывал на 100-150 км. Почему так мало? Да просто потому, что на этом колесе вряд ли кто-то будет ездить медленно, а высокие скорости и комфортная покрышка приводят к быстрейшей разрядке аккумулятора. Вообще говоря, это моноколесо совсем не для того, чтобы его разглядывать. Поэтому пришло самое время проверить эту зверюгу в деле. Но для того, чтобы испытать его на самых больших скоростях, нужен по-настоящему большой шлем. Мой шлем не настолько большой, поэтому до максимальных скоростей разгоняться не буду, но от удовольствия погонять на скоростях 50-60 км в час я себе вряд ли откажу. И первое, что со мной случилось, я не смог удобно встать на моноколесо. И виной тому подушки. Они, вероятно, хороши, просто для моих рельефных игр их стоило бы расположить немного иначе, по высоте и по углу. Корпус и без того широкий, и чтобы ехать удобно с текущим расположением подушек, надо ноги держать как-то вот так. А это, опять же, неудобно. Но поскольку колесо не мое и переклеивать их я посчитал верхом бесчинства, далее буду пытаться приспособиться так. Знаете, я всегда стебался над тем, для чего китайцы делают такие широкие педали. Так вот, тут наконец-то они не широкие, но я должен признать, что стоять на них мне дискомфортно. Я чувствую себя неуверенно, область стопы около мизинца слегка свисает с педали, а ведь это одна из основных опорных точек. Впрочем, вероятно виной тому опять же неподходящее для моих ног расположение подушек при таком широком корпусе. Когда я переходил с V8 на 18L, я реально ощутил разницу в весе. Пришлось даже немного менять саму логику управления. И это колесо весит как InMotion V8 плюс Kingston 18L вместе взятые. Но в управлении оно оказалось очень приветливым и мало чем отличается от 18L. Ну, разве что совсем на низкоскоростных маневрах можно заметить, что под вами тяжеловес. Дорогу держит четко, воблинга нет никакого, рулится безукоризненно. Ускоряется и тормозит просто офигенски. Неровности на асфальте просто проглатывает, а если встречаются более назойливые колдобины, то колесо очень деликатно сообщает о них своему райдеру легким покачиванием. В общем, должен признаться, по мягкости Шерман превзошел все мои ожидания. Покрышка на скорости гудит, но гул весьма приятный и очень хорошо обозначает тебя для других участников дорожного движения. Ладно, ведь это колесо все равно не только для асфальта, поэтому самое время свернуть на грунтовую дорогу. И тут очередной сюрприз. Я вообще не понял, что съехал с асфальта. Ну, правда, любое другое колесо отлично чувствует каждый камушек, каждую кочку. А эта же покрышка просто, видимо, проминается, даже не передавая информацию о неровности своему райдеру. Это прям очень круто. Благодаря этому, фактически на любом бездорожье райдер чувствует себя абсолютно комфортно. Любые препятствия Шерман преодолевает играючи. Единственное, о чем здесь стоит всегда помнить, это тот самый пресловутый кенгурятник. Он свисает достаточно низко, и с этим приходится считаться. Чуть забылся, контакт, и колесо вылетает из-под ног даже на таком, казалось бы, небольшом уклоне. А о заездах и съездах на бордюры под углом лучше сразу забыть. В общем, клиренс у этого внедорожника на практике оказался низковат. А тем временем мы перенесемся обратно в городскую среду и посмотрим, насколько же практично это колесо. С бордюров, как ожидалось, спрыгивает без проблем. А вот на лестнице получаем очень приятный сюрприз. Покрышка настолько приятно смягчает ступеньки, что спуск с лестниц вызывает лишь одно удовольствие. Да и пресловутый ров в сочетании с бордюром тоже играючи. Вообще похуй. Но что же делать, если съехать на колесе с лестницы не получается, или если в лестницу надо забраться? Ну, со спуском вроде все понятно. Колесо весело скачет рядом, только успеваю смирять.
А вот подъем... Я пробовал таскать это колесо. Оно чертовски тяжелое. Даже один лестничный пролет, и это боль. Поэтому я попробовал вкатить его наверх. Конечно, это у меня кое-как получилось, но к концу лестницы я все равно вымотался настолько, что понял, что больше не хочу этим заниматься. Фара без светотеневой границы регулируется по высоте и вполне яркая. Слепить прохожих может и не будет, но дискомфорт точно подарит. В тот момент, когда я уже решил, что мы с ней друзья навеки, отрегулировав ее несколько раз вверх и вниз, она неожиданно решила закапризничать и просто ослабила крепление, разболтавшись напрочь и уныло провиснув. А чтобы ее подкрутить, нужен шестигранник. Где мне взять его ночью, было непонятно. Поэтому я подложил камушек, и мы поехали дальше. Немного подумав, пришел к выводу, что это не стоит относить к минусам или недоработкам. В реальных условиях выставляются педали, регулируется фара и все. Можно подтянуть. Ну, не должны ее блогеры всякие дергать то вверх, то вниз постоянно. Кстати, если по каким-то причинам вас фара не устраивает, ну, например, хочется фару поярче или хочется фару со светотеневой границей, то здесь ее, за счет того, что она внешняя, достаточно легко поменять. По итогу я не могу сказать, что я влюбился в это моноколесо, но я точно могу сказать, что я влюбился в эту покрышку. Мягкая, маневренная, стабильная. Она идеально подходит как для грунтовых дорог, так и для ровного асфальта. На ней комфортно месить грязи, и она поражает мягкостью на бордюрах и на лестницах. Наверняка у нее есть какие-то минусы, но за то короткое время, отведенное мне на тестирование, я их найти не смог. Ну а теперь пришло самое время ответить на вопрос, для кого же это моноколесо. Ну, очевидно, для тех, для кого вес не принципиален, а скорость, мощность и самое главное, дальность очень важны. И тут у меня воображение почему-то рисует какого-то брутального мужика, который живет за 50 километров от ближайшего магазина и за 1000 километров от заправки. Ну или райдера, готового покорять улицы и дороги Москвы и Санкт-Петербурга всю ночь напролет. Да так, чтобы волосики назад. Еще бы сюда хотелось отнести, наверное, доставщика еды, но боюсь, что стоимость колеса и его вес ему не зайдут. А на этом у меня все. Еще раз хотел бы поблагодарить компанию Экодрифт за предоставленное моноколесо. С нетерпением жду ваших комментариев. Анатолич, чертово колесо. До новых встреч!